Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим об остеохондрозе и особенностях работы с остеохондрозом. На сегодняшний день я считаю, что остеохондроз – это причина практически всех хронических заболеваний. Почему? Потому что нарушается иннервация, и таким образом нарушается кровоснабжение какого-то органа или какой-то части тела. И я это понял опытным путем, что когда растягиваются позвонки, то уходят проблемы. Но оказалось, что есть сложности с тем, когда есть такой запущенный остеохондроз, и с его лечением возникают очень большие сложности. Чем запущеннее, тем сложнее. Давайте я вам попробую это нарисовать на примере осанки, да? Допустим, у нас есть вот такая наиболее распространенная проблема, как боль в пояснице. Боль в пояснице. Скажем, вот здесь, да? Здесь болит, мышцы сжаты. Почему это происходит? Основная причина – это наклон таза вперед. Из-за того, что таз наклонился вперед, позвонки поменяли свое положение. То есть позвонок стоял вот так, а стал стоять вот так. И соответственно, вот эта область стала плохо питаться. Вот это был диск. И вот сюда, допустим, вылезла грыжа и так далее. Но, к сожалению, вот такая ситуация, она приводит к тому, что диск начинает плохо питаться. И постепенно эта ситуация, она становится вот такой. То есть она становится вот такой. То есть когда диск проседает. Я нарисовал, конечно, не совсем хорошо. В общем, смысл в том, что диск был толстый, а стал тонкий. Естественно, что вот в этой ситуации будет зажимать нервные корешки. И в этом есть разница, что, например, у ребенка вы увидите наклон таза вперед, и у него ничего не болит. У него нет проблем с гинекологией, с ногами, с кишкой, потому что диск еще высокий. И он еще не зажимает корешки. А вот здесь возникает зажатие корешков. И вот когда ситуация такая, то здесь недостаточно будет только поставить таз на место. То есть если это не запущенный случай, вы поставили таз на место, да, то есть, допустим, вы устранили причину, допустим, это была прямая мышца бедра, да, вы ее растянули, таз встал на место, тут же перестала болеть спина. Например, это был скрученный таз. Частое явление, скрученный таз убираешь, и спина сразу перестает болеть прям за один сеанс, да. И все хорошо, человек побежал. Но не всегда это происходит. Когда ситуация такая запущенная, то несмотря на то, что таз встал на место, диск, он не стал большим. Он так и остался таким маленьким. И зажатие корешков остается. Оно стало меньше, да, но оно остается. И здесь надо использовать другой тип физических упражнений. Здесь нужна уже упражнения, связанные с мышечной работой. То есть такие физические упражнения, которые накачивают кровь. Допустим, у вас, если мышцы не работают вокруг позвоночника, не работают, я имею в виду, что нет физической нагрузки, да, они все время в статической нагрузке, нет динамической нагрузки, то там кровообращение падает. И наоборот, если мышцы начинают сокращаться, растягиваться, начинает интенсивно в мышцах прорастать новые капилляры, и кровоток улучшается. И представьте, что если у вас кровоток здесь в мышцах улучшится, да, то он улучшится в соседних областях. Так работают банки, да, что банку ставят, и она какую-то область улучшает кровоток.
Поэтому для лечения остеохондроза нужны будут физические упражнения, связанные с разжатием и сжатием мышц. Вот это такие упражнения, которые вот использует, например, Бубновский. То есть его минус в том, что он не исправляет осанку, не понимает вот этих причин. Поэтому происходит что? Он дает упражнение, диск становится больше, разжимает корешки, человек чувствует себя прекрасно. Но как только он прекратил занятие, все быстро вернулось. Прям очень быстро. Я с очень многими разговаривал, кто занимался. То есть я считаю, это очень хороший метод, но он не является полным. Вот в чем дело, что если бы к нему добавить исправление осанки, то тогда да. Ну, тогда человек будет выздоравливать за 1 месяц и не будет целый год ходить в эти центры дорогущие. То есть, как бизнес тогда разрушится. Поэтому им и так хорошо. Вот, но с точки зрения вот того, что вот вы сами решили исправить свою проблему, у вас там болит спина, шея, еще что-то, вы должны четко понимать, что главное это, конечно же, исправить осанку. Тогда вы просто даже ходите, у вас диск постепенно будет восстанавливаться. Но это очень долго. И не всегда этого достаточно. И дополнение к упражнениям на растяжку обязательно должны быть упражнения на мышечную работу. Ну, например, допустим, я беру штангу, у меня нету, ну, давайте гантелями покажу. Например, у меня болит шея, да? Мне надо остеохондроз. То есть мне надо в мышцах шеи увеличить кровоток. Вот, допустим, я делаю упражнения на трапециевидные мышцы. Да? Ну вот со штангой обычно так делают. На эти, точнее, больше на дельтовидные это. Такие или просто отжимания, да? Подтягивания и так далее. Это как раз вот то, что Бубновский советует. То есть эти все упражнения, они как раз рассчитаны на улучшение кровотока. И именно улучшение кровотока будет убирать, вот напитывать диск и убирать остеохондроз. Но это мало будет эффективно, если у вас позвонки стоят неправильно. То есть это будет давать только временный эффект. Нужно сочетать вот упражнения на исправление осанки с упражнениями на накачку крови. Вот. Причем, чтобы накачать кровь, вы должны использовать определенные упражнения. То есть там должно быть большое количество подходов и большое количество повторений. Это не должны быть большие веса, потому что от больших весов позвоночник просяет еще хуже. И особенно если остеохондроз развит, то вам станет хуже. То есть это легкая нагрузка с большим количеством повторений и большим количеством подходов. Чтобы вы делали, допустим, не как культурист, допустим, 8-10 раз, а 80-100 раз. То есть взять такой вес, которым вы можете там 80-100 раз сделать. Имеется в виду, допустим, по 15, по 20, по 30 повторений, скажем, там 5 подходов, допустим, по 20 повторений. Это прокачает кровь. И это больше такой режим, который дает силовую выносливость. Но он именно вызывает вот прорастание вот этих капилляров, то есть лучший кровоток. Если же это упражнение на силу, это тоже улучшает кровоток, но в меньшей степени. И более того опасно, потому что если это вес большой. Вот. Но это не обязательно могут быть какие-то веса в виде железа, это может быть и упражнения собственным телом, там отжимания, подтягивания, еще что-то. Вот. Но я пришел к вот такому выводу, что необходимо это сочетать, да? Сочетать упражнения на растяжку и упражнения по накачке крови, потому что кровоток падает, если мышца не используется. Вот. Надеюсь, что вот это вам всем понятно и полезно.